Зимой 1959 года молодой студент Уральского политехнического института Игорь Дятлов собрал группу единомышленников для лыжного похода по Северному Уралу. Целью путешествия было не просто пройти маршрут в горах. Участники стремились получить третью, высшую категорию сложности, подтверждающую их мастерство в туризме. В команду вошли 9 человек, хорошо знакомых друг с другом по учебе и прежним походам. Все имели второй уровень подготовки, опыт горных путешествий и катания на лыжах. Среди них были Зинаида Колмогорова, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Рустем Слободин, Юрий Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Николай Тиба-Бриньоль и Семен Золотарев, присоединившийся в последнюю минуту. Каждый из них оставил после себя заметки, письма и фотографии, по которым можно восстановить характеры. Колмогорова отличалась стойкостью и жизнерадостностью. Дубинина была твердой и энергичной. Золотарев имел боевой опыт и внушал уважение. Дятлов же пользовался непререкаемым авторитетом среди товарищей. 25 января группа выехала из Свердловска, а уже через несколько дней начала переход через заснеженные склоны Урала. Настроение у всех было приподнятым. Впереди ожидал маршрут длиной около 300 километров, который они планировали пройти за 3 недели. Туристы вели дневники и делали множество снимков, фиксируя каждый этап пути. Эти записи потом станут бесценным источником для следствия и исследователей. Однако вскоре Юрий Юдин, один из участников, вынужден был прервать поход. Старые болезни, ревматизм и сердечные боли не позволили ему двигаться дальше. Его решение спасти здоровье оказалось роковым. Юдин оказался единственным, кто вернулся домой живым. 31 января туристы начали подъем к перевалу, в дальнейшем получившему имя Дятлова. Погода резко ухудшилась. Поднялся сильный ветер, началась метель. Вместо намеченного пути по ущелью они оказались на склонах горы Холодчахль, что в переводе с языка манси означает «мертвая гора». Несмотря на суровые условия и температуру ниже 40 градусов Цельсия, путешественники решили разбить лагерь прямо на склоне. Палатка была установлена в сложных условиях, но внутри царил порядок. Вещи аккуратно сложены, обувь расставлена, еда частично приготовлена. На фотографиях того дня туристы выглядят уставшими, но собранными, продолжающими работать сообща. Казалось, что впереди у них еще долгий, но вполне привычный маршрут. Но именно этой ночью произошло нечто, перечеркнувшее их планы. Когда туристы не вернулись в назначенный срок, родственники забили тревогу. Сначала поиски были вялыми. Задержки объясняли плохой связью и трудностями Зимнего Урала. Лишь в конце февраля в дело вмешались военные и студенты-добровольцы. 26 февраля 1959 года поисковики нашли палатку. Она была изрезана изнутри ножами, частично занесена снегом. Внутри остались вещи, одежда, обувь, еда, фотоаппараты. Все говорило о том, что люди покинули лагерь поспешно, без подготовки, даже без зимней одежды. Недалеко от палатки обнаружили тела Юрия Кривонищенко и Юрия Дорошенко. Они лежали у костра, раздетые до нижнего белья. На руках одного были ожоги, а во рту обнаружили следы самоповреждения. Смерть обоих объяснили переохлаждением. На обратном пути к палатке нашли еще 3: Игоря Дятлова, Зинаиду Колмогорову и Рустема Слободина. Их позы указывали на то, что они пытались вернуться. У Слободина выявили перелом черепа. Только в мае, после схода снега, во враге неподалеку нашли тела оставшихся 4: Николая Тиба-Бриньоля, Людмилы Дубининой, Александра Колеватова и Семена Золотарева. Именно эти находки породили множество версий.
Судмедэкспертиза показала тяжелые травмы, не характерные для случайных падений. У Тиба Бриньоля был проломлен череп, у Дубининой и Золотарева множественные переломы ребер, сопоставимые с последствиями автомобильной аварии. При этом на коже не было явных повреждений. Кроме того, у Людмилы Дубининой отсутствовал язык, глаза и мягкие ткани лица. У двух других — глаза и брови. Следов борьбы найдено не было. Эксперты объясняли утраты воздействием воды и разложением, но многие сочли это сомнительным. Дополнительную загадку внесла экспертиза одежды. На некоторых вещах зафиксировали аномально высокий уровень радиации. Это породило гипотезы о том, что туристы столкнулись с секретными военными испытаниями или оказались в зоне радиоактивного загрязнения. Современники вспоминали и странные огненные шары в небе над Уралом в ту зиму. Сам руководитель следствия Лев Иванов позже говорил, что видел подобные огни, но получил указание не упоминать их в отчетах. Фотопленки, найденные в лагере, сохранили хронику похода. От веселого старта до последних кадров установки палатки на склоне. На некоторых снимках исследователи заметили странные блики и тени. Всего у группы было больше камер, чем ожидали следователи. Часть аппаратов и пленки бесследно исчезли. Камера Семена Золотарева так и осталась загадкой. Ее пленку не обнародовали, либо она была испорчена. Официальное следствие завершилось выводом о том, что туристы погибли из-за стихийной силы, преодолеть которую они не могли. Дело вскоре закрыли, материалы засекретили. Многие исследователи считают, что часть документов и улик была скрыта. Некоторые свидетели позже утверждали, что им прямо запрещали рассказывать об увиденном. Со временем возникли десятки гипотез: лавина, снежная доска, инфразвук, нападение, эксперименты с оружием, встреча с военными, падение ракеты. Одни объясняют травмы и беспорядок в лагере стихийными причинами, другие — человеческим фактором или военной тайной. В последние десятилетия в печати и кино появлялись версии о Манси, Йети и даже о вмешательстве внеземных сил, что сделало историю объектом массовой культуры и бесконечных дискуссий. Сегодня перевал Дятлова стал символом загадки XX века. Каждый год сюда приезжают туристы, исследователи и журналисты. Несмотря на новые расследования и научные версии, окончательного ответа на вопрос, что произошло в ту ночь, нет. Фотографии, дневники и свидетельства сохранили только фрагменты истории о группе молодых людей, которые отправились в поход за мечтой и столкнулись с обстоятельствами, сильнее их опыта и подготовки. Их имена стали частью легенды, а сама трагедия — символом не только человеческой храбрости и стремления к вершинам, но и тайны, которую время пока не готово раскрыть. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.